Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание зеркалу. И не просто поговорим о том, что и почему касательно зеркала, а уделим внимание, почему нельзя спать напротив зеркала. Нас очень многие спрашивают в электронной почте, и давайте сегодня в этом видео мы обобщим и постараемся ответить на все ваши вопросы. Вы знаете, каждый из нас имеет в своем доме зеркала, и мы их используем в своей повседневной жизни, часто проводя перед ними много времени и даже не задумываемся при этом, что таким образом можем привлечь в свою жизнь разные события, при этом как положительные, так и отрицательные. Зеркало – это сакральный предмет, который имеет не только сильную энергетику, но и способность в большом размере возвращать все то, что в какой-то момент в себя впитало. К сожалению, многие люди не придают зеркалам должного внимания и размещают их в доме и не по правилам, следуя моде, чем отталкивают от своего дома положительные энергии, а на их место притягивают сильный и порой даже, к сожалению, разрушительный негатив. Наши предки передали нам много наблюдений, учений, правил, которые связаны с зеркалами, и очень важно их изучать. Зная это все, вы не сможете разрушить ни энергетику своего дома, ни энергетику тех, кто проживает в доме. Очень многие хозяева современных квартир, домов необдуманно допускают ошибки, размещая в спальне шкафы с зеркальными дверями, большие зеркала на всю стену, а также делают зеркальные потолки, чем портят свою жизнь, меняют ее в худшую сторону, разрушают биополе, периодически даже семью, наполняя ее скандалами, проблемами, выяснениями отношений. И они становятся подвластными чужому влиянию. В результате остаются без крепкого биополя. Также их могут начинать преследовать проблемы, неудачи, ухудшаться материальное состояние. Появляются и проблемы со здоровьем. Постоянно болит голова. Хочется плакать, и депрессия ходит постоянно рядом. Поэтому лучше хорошо обдумать, где же размещать зеркала, соблюдать правила и потом не думать, как с подобных ситуаций все-таки стоит выходить. Ни в коем случае нельзя спать напротив зеркала, так как во время сна биополе человека более всего подвержено влиянию со стороны, и человек в этот период может притянуть к себе все то, что его окружает без исключения. Если зеркало впитало негатив, он в большем количестве во время сна вам передастся. Если до этого завистливый человек посмотрел в данное зеркало, а вы будете спать перед ним, то очень скоро этот сильный негативный посыл отберет у вас то, чему завидовал данный человек, и вернуть это вы никогда не сможете. Если вы будете спать перед зеркалом на протяжении долгого периода времени, вас начнет мучить бессонница, вам будут сниться страшные неприятные сны, и вы в этот момент будете излучать негативные энергии. А зеркало будет их впитывать и через время начнет отбирать у вас энергии, при этом нужные для того, чтобы вы могли добиться желаемого в жизни. С каждым днем это все будет только усугубляться. И вы в результате потеряете все то, что у вас есть на данном этапе. Те люди, которые спят перед зеркалом, постоянно ощущают хроническую усталость. Они не могут совладать со своими мыслями, раздражаются по пустякам, из-за чего портят отношения с окружающими их людьми. Если вы будете спать под зеркальным потолком, от этого начнут портиться отношения в семье, и в результате это притянет супружескую измену. Если вы вместе со своей второй половинкой будете отображаться в зеркале, то через время это приведет к тому, что ваша страсть угаснет, будут возникать постоянные ссоры, а это тоже со временем приведет к разводу. Также наши предки говорили, что в полнолуние, когда сила энергии достаточно увеличивается, и если зеркало напитано негативом, то можно увидеть сильное энергетическое скопление негатива в образе того, кого на подсознательном уровне вы опасаетесь, вы боитесь, чем вызовет у вас не только неприятные эмоции, но и притянет к вам этот негатив.
после чего вам страшно будет находиться в собственном доме и будет хотеть быстрее выйти из него. Постоянно будет казаться, что у вас за спиной кто-то есть. И когда вы будете оборачиваться, никого не будет. Вам будет казаться, что в дверь стучат. Если вы знаете, что никто не должен прийти, не стоит открывать дверь, так как в этот момент вы еще больше притянете к себе негатив, который полностью разрушит вашу жизнь. Поэтому, чтобы к такому не допустить и не испортить свою жизнь, внимательно относитесь к зеркалам. Соблюдайте все правила, и вам не нужно будет тогда переживать по этому поводу. За зеркалом обязательно нужно смотреть. Оно не должно быть в пыли, в пятнах, в потеках, так как таким образом оно будет притягивать нехорошие энергии, а вы, смотрясь в него, будете их собирать в большем размере. Обязательно раз в месяц нужно проводить энергетическую чистку, которая поможет вам собирать весь накопившийся негатив. Для этого вам нужно на убывающую луну связать между собой 3 белые свечи, намочить им нижнюю часть, обсыпать ее солью и обмазать эфирным маслом мирры. Затем сделать 7 кругов против часовой стрелки по периметру зеркала и при этом проговорить такие слова: с помощью луны сильной энергии привлекаю, с помощью огня весь негатив с зеркала собираю и для положительных потоков в него место освобождаю. Все плохое уходи, с зеркала освободи. В него впредь гляжу, в свою жизнь счастье, благополучие, удачу, финансовую стабильность притяну. Проговорив эти магические слова, свечам дайте догореть и выбросите их в 3 разных местах. Проделывая эту чистку, вы не будете давать зеркалу притягивать негатив. Также раз в неделю протирайте его спонжем с проточной водой. Этим вы обезопасите себя от того, если в этот промежуток времени между энергетическими чистками зеркало подобрало негатив. В спальне зеркало должно находиться на стене, которая прилегает спинка кровати, но ни в коем случае не над головой, потому что разместив, тогда возьмите свечу красного цвета, капните сзади зеркала 3 капельки воска и проговорите такие слова: защиту выставляю, зеркало во время сна меня охраняет. Если негатив придет, зеркало его не вберет, а отобьет. Таким образом, вы не только вред себе не причините, но и выставите сильную защиту. Если у вас уже есть в комнате зеркальный шкаф, возьмите 7 палочек корицы, разложите их по кругу своего спального места и проговорите при этом такие магические слова: стену из счастья вокруг своей постели возвожу, разрушить семью не позволю, зеркало нам не мешает, счастье впитывает и спальню ним наполняет. Таким образом, вы снова обезопасите себя, и зеркало вместо вреда будет приносить вам пользу. А палочки корицы раз в 3 месяца нужно менять. Предыдущие вам нужно будет выбрасывать, а ритуал нужно будет проделывать вновь. Очень важно, чтобы вы научились использовать зеркало себе во благо. Притягивайте с его помощью только то, что вам нужно в вашей жизни. Используйте его в ритуалах, в обрядах. Изучите правила, которые связаны с ним, и вы увидите, как оно поможет вам в ваших действиях. Относитесь к нему с уважением, держите в чистоте. Оно на многое способно, поэтому изучайте его новые возможности. Не бойтесь, пробуйте, используйте зеркала в своей жизни, только, пожалуйста, по правилам. Наполняйте только положительными энергиями. Также напротив зеркала или вообще, когда вы стоите у зеркала, не стоит кривляться. Не нужно плакать, рыдать, делиться какими-то негативными эмоциями, мыслями, идеями. Почему? Потому что зеркало аккумулирует всю эту информацию, и в тот момент, когда вы не ожидаете, происходит обратная реакция. Вы эту всю энергию получаете к себе. И в результате, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться, вы начинаете решать проблемы, которые не должны были, по идее, появиться в вашей жизни. Помните об этом. Зеркало очень сильный
энергетический магнит для наших эмоций и для всего того, что мы транслируем в этот мир. Поэтому перед зеркалом всегда улыбайтесь, всегда говорите себе только приятные слова. Даже если что-то вам не нравится в зеркале, например, ваше тело как вариант, или, возможно, вам прическа не понравилась, макияж и так далее. Вы посмотрели, отошли, подумали, проанализировали, изменили, пошли опять посмотрели. Но перед зеркалом никогда не нужно ни кривляться, ни ругаться, ни рыдать. Помните о том, что зеркало, он все втягивает в себя, вот эту всю энергию, всю информацию. И вам же выдает. К сожалению, зеркало вот так вот работает. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к этому видео. Также, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше понравилось, и смотрите, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации.